Насколько громкий должен быть хруст экономики, чтобы там услышали и уже просто не было выбора продолжать? Либо жить при инфляции 13% и ставке 16%, либо жить при инфляции 7% и при ставке 8-9%. Рост экономики — это хорошо, надо, чтобы только предложение реагировало. Это финал или начало большого цикла? Если Сбербанк решит платить вдвое меньше, то его акции полетят вниз. Для репутации компании это плохо. — 2026 год все чаще называют переломным. Налоги растут, денежная масса раздута, процентные ставки давят бизнес. Рубль шатает, ипотеку люди больше не тянут, экономика меняется так быстро, что у всех один вопрос: что будет дальше? И сегодня мы услышим ответы на эти вопросы от Олега Вячеславовича Вьюгина, заслуженного российского экономиста Российской Федерации, профессора школы финансов факультета экономических наук, Высшей школы экономики. Друзья, прежде чем начать выпуск, поддержите канал лайком, подпиской и колокольчиком, чтобы не пропустить новый выпуск. Для вас это секунда, а для нас это важно, чтобы как можно больше людей узнали, как инвестировать осознанно. Меня зовут Владислав Никонов, я основатель новой социальной сети «Базар». В этом выпуске вы можете получить книгу, которую подписал Олег Вьюгин. Правила в описании. Олег Вячеславович, спасибо, что пришли к нам в гости сегодня. Центральный банк извинился за то, что дал раннюю надежду на снижение процентной ставки год назад. Рынок ожидал, что снижение пойдет раньше. В итоге потом было, наоборот, ускорение роста ставки. И вот буквально несколько месяцев назад было вот это извинение публичное, точнее, наверное, месяц назад. И какова вероятность, что процентную ставку снизят до 10% с учетом того, что сейчас чувствуется страх повторения вот этой ошибки, слишком ранняя надежда, повысят инфляционные ожидания, запустят заново виток роста инфляции. Мы как будто бы в каком-то цикле находимся, который не может остановиться. Ну вот просто-напросто это было признание, не извинение, а признание. Вот, что на самом деле это означает, что сейчас Центральному банку нужно быть очень осторожным и не допустить ситуации, когда потом еще одно признание надо будет делать. Это хорошо известная история. Поспешное снижение ставки приводит к возрождению инфляционных ожиданий, и, соответственно, это потом выливается в инфляцию. И Центральный банк опять, тогда он должен уже повышать ставку, но это вообще очень болезненно для любой экономики. Поэтому вот в такой как бы политике центральных банков в мире, которые реально борются с инфляцией, такой мандат имеют, они всегда задерживают снижение ставки с лагом. То есть самый очень хороший пример – это борьба с инфляцией в 80-е годы в США, когда там, значит, инфляция была порядка 20, ну, под 20%. ФРС тогда повысила ставку до 20 с лишним процентов. Вот. Инфляция начала снижаться, то есть экономика очень четко реагировала. И там, если смотреть кривую вот инфляции, то вот она растет, дошла до пика, здесь ФРС поднял ставку, да, жестко очень поднял, и, соответственно, она начала снижаться. Первый год, второй, третий. А где была ставка ФРС в это время? Она задерживалась по снижению. То есть инфляция идет вниз, а ставка снижается с большим запаздыванием. И таким образом до 2% за 4 года ФРС снизила инфляцию. Хотя тогда в США тоже были такие как бы крики, что ФРС убивает экономическую систему Соединенных Штатов, гибнет экономика. То есть понятно, что все протестовали, потому что в такой ситуации действительно очень сложно вести экономическую деятельность. Вот, поэтому Центральному банку сейчас надо быть очень внимательным, смотреть за инфляционными ожиданиями в первую очередь. А они это меряют. Центральный банк это меряет. В таких случаях используют термин «заякорить инфляцию». То есть можно реально приступить к снижению процентных ставок, когда инфляция заякорена, то есть когда есть четкая тенденция снижения инфляционных ожиданий. Прямо вот месяц за месяцем вниз. Вот после этого вот появляется уверенность. Ну и говорю еще раз про вот такую какую-то странную разницу между наблюдаемой инфляцией и инфляцией по Росстату. Это говорит о том, что
Росстат меряет инфляцию каким-то таким, не нашим бытовым способом. Не рыночным. Не бытовым способом. То есть люди видят больше рост цен. Но это надо все-таки задуматься над этим. Причем они же не просто видят, они же видят по своей корзине, по чеку в магазине. То есть это не вымысел, не сон. Поэтому здесь надо задуматься. Но Центральному банку приходится вот в этом тумане работать. Вот смотрите, утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с приложения «Базар». Здесь инвесторы делятся своими мыслями, опытом, графиками и кейсами. Все по делу, без воды. А вот рейтинг можно посмотреть, кто реально показывает результат и кому действительно важна репутация. И все это бесплатно в приложении «Базар», в социальной сети про инвестиции и финансы. Здесь уже тысячи людей развиваются в теме финансов и инвестиций. Ссылку я оставлю в описании в закрепленном комментарии. Увидимся в «Базар». А мы продолжаем наш подкаст. Мне всегда интересно, как люди чувствуют вот эту инфляцию, что это именно 13% или 15%, как они ощущают на себе это. Но это опросный показатель. А если так просто физически, то это просто по чеку. Все же люди в магазине покупают примерно одно и то же все. Да, у них там есть своя корзина пищевая, есть там одежда, обувь. Они видят, сколько они год назад за это платили, или там полгода назад, сколько сейчас они за это платят. Правда ли, что ставка убивает малый и средний бизнес, хотя банки говорят, что бизнес адаптировался к высокой ставке? Нет, конечно, ставка их не убивает, просто делает более сложную работу, потому что дороже деньги. Дороже деньги, значит, меньше прибыль. Ну и не дай бог минус. Такое тоже может быть. То есть явно высокая ставка явно заставит какие-то компании уйти с рынка. Но не факт, что это будет прямо повсеместно. Но еще раз говорю, что высокая ставка – это понятие относительное. Ее надо мерить относительно инфляции. Что для ЦБ страшнее, высокая инфляция или рецессия? И готов ли ЦБ жертвовать чем-то ради инфляции? Вообще говоря, мандат Центрального банка – стабильность цен. Поэтому, конечно, приоритет – это цена, это цены, это инфляция. При этом снижение инфляции после высокого роста цен к такому низкому, то есть когда происходит снижение инфляции, вполне реально, что будет происходить замедление экономики и даже определенная рецессия. Это момент, когда происходит подстраивание экономики под совершенно новые тренды. И, соответственно, Центральный банк это имеет вторым приоритетом. И он может об этом прямо не говорить. Пока Центральный банк оперирует цифрами, все время хочет показать, что никакой рецессии нет, все нормально. Почему? Потому что, чтобы политически не приставали, не говорили, что вы там заставляете российскую экономику уходить в минус. Но это вполне допустимо. Это плата за предыдущий банкет. Насколько громкий должен быть хруст экономики, чтобы там услышали и уже просто не было выбора продолжать? Это, наверное, какой-то глубокий спад. Скажем, в первом квартале 2026 года минус 10. Тогда это значит, что что-то неправильно. Потому что по разумной теории, да и практике, такого глубокого спада не должно быть. И в американской экономике не было такого спада, когда они совершенно драконовскими методами душили инфляцию в 80-е годы. Поэтому если такой глубокий спад, это должно настораживать, это значит, что-то не то делается. Многие боятся денежной массы, которая накопилась за последние 3 года, порядка 60% общего увеличения денежной массы. Это приводит к слухам о том, что могут заморозить депозиты. И насколько это вероятно? Куда пойдет эта денежная масса? Я предлагаю не беспокоиться о денежной массе, а беспокоиться уровнем инфляции и уровнем цен. Денежная масса – это технический показатель, и инфляция может быть совершенно разной инфляция может быть
при совершенно разных показателях денежной массы, потому что все зависит от оборачиваемости, от мультипликатора банковской системы, и, соответственно, просто зачем в это лезть, это скорее такая техника денежно-кредитной политики. А конечный результат – это то, что мы видим. Насчет складов, ну, это вот у нас как бы распространено такое заблуждение, что это некие такие деньги, сидящие в засаде. На самом деле, где вклады находятся? На балансе банка, в пассивах. А что банк делает с пассивами? Он их использует для активных операций, он кредитует. Либо компании, либо тех же потребителей, либо бюджет. Поэтому все вклады, которые сейчас в банках, они уже в экономике, они уже находятся у кого-то в руках, и кто-то должен уже банку вернуть эти деньги. Поэтому, в принципе, исторически вклады замораживают, как правило, только в одном случае. Когда люди снимают деньги с своих счетов и вывозят их за пределы страны. Вот тогда неизбежно замораживание вкладов, потому что, ну, если это в больших масштабах происходит, потому что это действительно разрушает вообще весь макроэкономический баланс. Вот. И даже если посмотреть, ну вот там в сталинской экономике, там послевоенной, там был такой способ. Там вклады не замораживали, а там просто 20% зарплаты преобразовывали в облигации 3% займа. Это понятно было. Чтобы снизить спрос, нужно было забрать часть средств, ну и пополнить бюджет. В данном случае, как бы, вот, чтобы их замораживать, смысла замораживания нет, кроме вот одного, который я сказал. А так, потому что люди себя ведут рационально. Не надо думать, что... Ну, то есть надо хорошо понимать, что в этих вкладах есть большие чеки, и они занимают подавляющую часть. Ну, такую большую часть вкладов. И есть мелкие чеки, ну, то есть небольшие сбережения. Крупные держатели сбережений, они заботятся о сохранении покупательной способности, поэтому они их, если что, будут инвестировать. А вот такие средние небольшие чеки – это люди, которые, значит, ну, имеют эти деньги там на разные страховые цели, может быть, хотят чуть-чуть на процентах заработать. Но если процентная ставка снизится, это не значит, что эти деньги все тут же понесут на рынок что-то покупать срочно. Хотя частично такой эффект может быть. И это может быть некоторым источником пополнения спроса. Но не надо этого бояться. Спрос в экономике – это хорошо. Надо, чтобы только предложение реагировало. Вот у нас состояние некоторого carry-трейда происходит. Люди не могут вывести капитал, но при этом имеют здесь более высокую процентную ставку, чем, в принципе, в валютных инструментах. Когда ставка пойдет вниз, спрос на валютные инструменты может вырасти. На самом деле спрос на валютные инструменты, он рыночный, он удовлетворяется. В российской как бы экономике, точнее так, на российском фондовом рынке, на финансовом рынке есть, скажем, возможность захеджироваться от падения рубля, покупая валютные облигации. Еврооблигации российских же эмитентов. То есть это рублевые облигации, стоимость которых привязана к курсу рубля. То есть если рубль падает, то у вас просто растет как бы вот эта масса. И плюс еще купон 7%, например. 7% купона – это очень хороший купон в валюте. Более того, есть много других возможностей. Можно покупать производные финансовые инструменты на акции или какие-то индексы зарубежных компаний. Но это делается через провайдеров там, в Казахстане, в Узбекистане, в Армении. То есть, в принципе, если хочется именно захеджировать себя от валютного рублевого риска, можно покупать такие инструменты. И эта возможность есть. Насколько вы считаете, эти инструменты эффективны в перспективе 26-27 года? Валютные облигации, я считаю, это и вправду на текущий момент кажется интересным инструментом. Особенно он доступен. Вы покупаете российского эмитента за рубли, никакой блокировки, высокий купон. Но это даже кажется немножко
слишком вкусно, слишком хорошо, чтобы казаться, что это нормально. То есть это стало нормально сейчас, но раньше это казалось чем-то запредельно ну, таким счастливым моментом. Кроется тут какой-то сюрприз, риск. Ну, здесь только есть риск эмитента. То есть эмитент должен хорошо понимать и планировать свои обязательства по таким облигациям. Но у нас такие эмитенты с такими вот облигациями, они прежде всего все из, так сказать, сырьевого или из первого передела. То есть у них есть какая-то экспортная составляющая, и поэтому они уверены в том, что они как бы... В конечном счете у них же валютное обязательство, хоть оно в рублях и выражено. Для этого нужно иметь источник валютной выручки, как правило. Вот поэтому вот если смотришь на конкретную, надо смотреть, кто эмитент. Если там Фосагро, например, да, ну, у них большая выручка от экспорта удобрений. Они могут себе позволить выпустить такую облигацию и не сильно переживать насчет ее погашения. Ну, то есть на это надо смотреть. А вы инвестируете в такие облигации? Да. У вас большая доля в портфеле? Не очень большая, не очень большая. Хотя там просто там другой инструмент. Там как бы такой ПИФ, да, или фонд, который делает, он покупает, продает разные облигации в валюте. Ну, то есть еврооблигации, вот эти, о которых мы говорим. И зарабатывает на росте или падении, теряет курсовой стоимости и, соответственно, на купонах. И этот фонд, он как бы получается, что он захеджирован от падения рубля, но в рублях он зарабатывает, вот, производя такие операции. Ну, то есть можно считать это инвестированием в еврооблигации, и доля, наверное, 20%, так грубо. Ну, значительно. Ну, это же все-таки хедж. Да. Это хедж от падения рубля, который все время укрепляется. Да, на данный момент, да, в этом и интерес. Ранее в роликах коллег вы упоминали состояние рубля. Подскажите, пожалуйста, ваше мнение изменилось? Увидим ли мы снова курс 100+? Вот сказать, что нет, я не могу. Потому что, вот смотрите, какое здесь рассуждение. 25-й год, ну, он уже проходит. Сальдо торгового баланса 130 миллиардов долларов. То есть в страну приходит на 130 миллиардов долларов больше валюты, чем уходит. Это очень много. Да. Ну, текущий счет уменьшается, потому что есть вывоз через услуги, там какой-то, ну, он уменьшается, но все равно это под 100 миллиардов долларов. Почему рублю в этой ситуации падать? Если бы был сильный отток капитала, как это раньше было, то есть когда капитал вывозился там иногда очень высокими темпами. Сейчас этого нет, потому что, во-первых, есть ограничения на вывоз, во-вторых, как бы вывозить капитал особенно некуда. Вывозили все время в западном направлении, а в восточном там непонятно, куда везти. В Арабские Эмираты дирхам покупать. Там, ну, покупают там недвижимость, да. Но это все не те масштабы. Но на чем держится экспортная выручка? Ведь этот платежный баланс положительный, он поддерживается экспортной выручкой. На экспорте российских компаний. И это, прежде всего, нефть и газ, нефтегазовые, значит, экспортные операции. А потом идет там дальше удобрение, пшеница. Там как бы набегает вот достаточно большая сумма экспорта. Значит, и рубль упадет только в такой конструкции только в одном случае, если будет сильное сокращение экспортной выручки. Ну, например, что не произойдет, конечно, там, скажем, вообще нельзя будет продать российскую нефть и газ куда-либо за границу. Вот это как раз будет тот самый кусок экспорта, который обнулит, если не сделает отрицательным торговый баланс, ну и тогда рубль полетит кубарем и за 100 улетит. А пока, если эта возможность есть, то он такой вот. Более того, там периодически мы видим, когда рубль прям на 79 уходит, на 78. Но это означает, что какие-то экспортеры начинают продавать выручку, им нужны рубли. Тем более при такой высокой ставке рубли-то не такая плохая штука. Как бы, Абсолютно. да. Вот. Поэтому снижение ставки может, конечно, снизить этот аппетит. Но все-таки факт
сальдо, он останется. Кто впитывает в себя вот этот валютный поток в страну, это же все равно должен быть спрос. То есть даже мы удерживая 80 рублей за доллар, это нужно прям конкретно его держать. То есть мы же видим стабильность. Впервые за последние там 10 лет, наверное, да, если так учесть, мы не видим при увеличении санкций, да, при вот этих негативных новостях, мы видим стабильный курс. Это то, что хотел ЦБ. Значит, кто-то этот создает спрос? Рубль держит рынок. То есть сочетание спроса на предложение иностранной валюты и спроса на нее. Предложение экспортеры, спрос – это импортеры и граждане, которые там путешествуют за границу или покупают что-то за границей через маркетплейсы. Вы считаете, это абсолютно естественная история? Да, это абсолютно. Это межбанковский, это внебиржевой межбанковский курс. Кстати, во многих странах, в большинстве вообще странах, иностранная валюта на бирже не торгуется. Это в России была такая вот любопытная ситуация. А торгуется всегда, это всегда банки. Банки выставляют свои bid-offer. Ну, мы видим, да, что банки сейчас выставляют. Но для корпоратов они выставляют другие. Они для населения выставляют с большой спредом, а для корпоратов с узким. Потому что там идут объемы. Вот. И дальше Центральный банк собирает эту информацию для того, чтобы вывести средний курс, который вот в текущем дне там сложился. То есть это нормальная функция. То есть мы, наоборот, пришли к нормальному состоянию валютной Ну, операции? большую роль сыграло то, что нет вывоза капитала. И это фактически курс, балансирующий торговлю и услуги. Ведь даже сейчас экспортеры не обязаны продавать выручку. Они могут вообще все оставлять за границей. И они не будут подвергнуты санкциям. Но они продают, потому что им рубли нужны внутри страны. Ну и плюс, может быть, они еще и там зарабатывают, если есть лишние деньги, на ставки. Как вы относитесь к цифровизации рубля? Пока эта тема в какой-то момент замерла, но наверняка будет вновь активизация. Ну, я думаю, что это такая... оказались под влиянием такого, тренда, что когда многие страны увидели, что вот эта технология распределенного реестра и криптовалюты – это не временное явление, а какое-то такое, в общем, тренд, и он будет развиваться, они решили, что надо собственную криптовалюту сделать. То есть сделать еще одну безналичную валюту, но которая основана, расчеты в которой основаны на технологии распределенного реестра. То есть принципиально другая технология. Там есть плюсы, она приносит, там смарт-контракты, прозрачность абсолютная для регулятора. Вот. Есть минусы, которые возникает вопрос, а чем плохие электронные деньги, которые сейчас мы используем? Тоже прозрачность. Более понятно, как получать по этим деньгам, процентный доход. А как получать процентный доход по цифровым рублям – загадка. Вот. Потому что это надо тогда просто заменить вообще фиатную валюту цифровой. Поэтому мне кажется, что это такие проекты, которые начал в Китай и провел там, кстати, пилоты. У него были целые города, которые на цифровом юане рассчитывались, но вширь не пошло. И возможно, что и в российском случае тоже такого не произойдет. А что стали делать другие страны? Ну, Соединенные Штаты в первую очередь, которые вообще там хотят быть передовиками в этой области, они стали разрешать создавать стейблкоины. То есть здесь стейблкоин обязательно обеспечен резервом. Это либо просто доллары, в случае Америки, либо это казначейские обязательства. То есть активы, обеспечивающие 1 к 1 стейблкоин. Но технология расчетов стейблкоинов – распределенный реестр. То есть те самые плюсы другой технологии денег, они присутствуют. Скажем, это возможность проводить операции через границы. Ну, и мы знаем, есть там Тезер, например, стейблкоин. По нему рассчитываются во всем мире очень многие, в том числе и Россия использует. Это, правда, уже не секрет. То есть, на самом деле, вот это хорошее решение. И оно, наверное, будет завоевывать мир
Потому что даже стейблкоин уже, по-моему, в Евросоюзе задумались выпустить на евро. Потому что это как бы эту фиатную валюту переносит в новую технологию расчетов, но при этом не теряется, что ли, возможность... Фиатная валюта еще чем важна? Это механизм, инструмент регулирования денежно-кредитной политики центральными банками. Ставки, там, резервирование. А если уйти как бы в цифровой рубль, то там надо переизобретать вообще систему регулирования. А здесь как бы все рационально. Технологии все есть, и контроль денежно-кредитный есть. А в случае, если Россия перейдет к цифровизации рубля, обесценятся ли деньги под матрасом? Наверняка люди будут пугаться такого состояния. Да нет, рубли под матрасом обесцениваются инфляцией. Даже низкой. Потому что там вообще нет никакого дохода, а даже когда инфляция 4%, все равно это инфляция. Вот, поэтому деньги под матрасом обесцениваются всегда. И цифровой рубль здесь ни при чем. Цифровой рубль – это просто другая форма. Мгм. Вот, поэтому здесь как бы... Многие сейчас не могут себе позволить ипотеку, льготы отменяют, ставки скачут. Чего ждать в 2026 году? Стоит ли пытаться успеть в последний момент воспользоваться льготами? О, крутой вопрос. Ну, во-первых, льготную ипотеку никто не отменяет. Ее как бы существенно сократили. И есть там еще некоторые решения, которые ее там так подсокращают немножко. Есть там, ну, ставку повыше делают, льготную. Если, ну, как сказать, верить в то, что все-таки этот бюджетный маневр удастся, в дополнение как бы еще к определенному там перемирию, которое мы все-таки надеемся будет, то ставка будет достаточно быстро снижаться. Ну и, в принципе, ипотека будет Доступней. доступнее, да. Ведь что сделали сейчас застройщики или девелоперы? Они в ответ на существенное сокращение льготной ипотеки, ну и, соответственно, сокращение спроса на квадратный метр, они приостановили ввод новых объектов. Они замедлили, правильнее сказать, замедлили ввод новых объектов так, чтобы держать сбалансированным спрос и предложение. Спрос сократился, они сократили предложение. Вот, и таким образом, ну, там они еще придумали вот этот механизм рассрочки. Это как бы такая замена ипотеки, но на самом деле очень опасная для всех участников. Таким образом, как бы сохранили цену квадратного метра, которая должна была, конечно, по идее, должна была бы падать. Я думаю, они ее подняли даже. Ну, они ее еще подняли, да, потому что это регулируемая вещь. Можно вообще там как бы... У них, конечно, могут возникнуть проблемы со своими там финансами в этой ситуации. Но, в принципе, когда меня спрашивают, какой девелопер является устойчивым и надежным, это у которого продажи и вводы растут синхронно, то есть у которого нет разрыва. Если ты сильно сокращаешь продажи, а у тебя там вообще объекты профинансированы, строительство, и строительство идет, и ты вводишь жилье, то ты теряешь капитал, по сути. Ну и наоборот, если у тебя нет заделов на продажу, а спрос растет, тебе нечего продавать, ты как бы уходи с рынка. Вот поэтому сейчас девелоперы пытаются вот этот синхрон как-то сохранять, каждый по-своему. Но это приводит к тому, что, конечно, цены не снижаются, потому что как бы, поддерживается сбалансированность спроса и предложения. С чего тогда цены снижаться? Но доступность падает, безусловно. Доступность жилья. Является ли это некоторым пузырем, который искусственно создается за счет того, что есть объекты, есть предложение, но оно намеренно ограничивается? Спрос, он в какой-то степени стал манипулятивным, то есть людей подогревают тем, что льготы отменяют, ставка может быть выше, ипотека может стать дороже или стоимость подорожает. И вот это все больше и больше начинает в какую-то игру превращаться. Не надо быть этим самым игрушкой в руках игроков. Нужно просто хорошо... Конечно, у нашей как бы сегодняшней ситуации предсказание очень такая скользкая вещь, потому что все-таки сильно замешана геополитика до сих пор.
И она влияет очень сильно. Если, конечно, фондовый рынок взять, то это вообще чистая геополитика. Там прошел слух, что там что-то там какой-то договор мирный подготовили. Тут же индекс московской биржи вырос на 5%. Потом пройдет слух, что да, подготовили, но на самом деле никто его не принял. Это провалится вниз. Конечно, недвижимость не такая, там нет такого болтанки, но трудно предвидеть. То есть вот сейчас я расскажу всем, да, что значит, в следующем году ставка Центрального банка будет существенно снижаться, и ставки по ипотеке, естественно, тоже будут снижаться у банков. Ну, тогда как надо себя вести в этой ситуации? Ну, наверное, посмотреть, если сейчас не можешь взять ипотеку, чуть позже ты ее возьмешь, и уже ставка не будет убийственной. Вот. Но, а кто его знает? Значит, шансы есть, да, как вероятность можно оценивать, но утверждать в нашей ситуации ничего нельзя. Вот в этом проблема. Когда простым смертным людям покупать недвижимость? Сейчас или потом? Во-первых, недвижимость – это есть две категории. Есть инвестиционная, а есть для жизни. Мы, наверное, говорим для жизни. Да? Как бы. Значит, надо, а для жизни это нужно, ну, можно откладывать приобретение ипотеки до старческого возраста и так и не пожить. То есть, действительно, нормальным семьям, которые особенно хотят иметь детей и их рожают, им нужно нормальное жилье, хоть какое-то нормальное жилье. Поэтому каждый должен принимать свое решение, исходя из этого, что откладывать надолго – это тоже на самом деле потеря, и исходя из своих финансовых возможностей. Если финансовые возможности таковы, что сейчас можно взять ипотеку, рассчитав там свои будущие доходы и сколько нужно платить, то это можно делать и сейчас. И люди так и делают. Если же как бы есть возможность подождать, то, может быть, имеет смысл немножко подождать. Ну, то есть, когда финансовые возможности просто не дают тебе это сейчас сделать без большого риска для будущего. А в случае, если есть финансовые возможности, но ты хочешь поймать выгодный момент? Это уже инвестиционная какая-то составляющая возникает. Но для жилья ты просто хочешь сэкономить. Ну да, но тут уже это инвестиционная составляющая. Можно, да, такого маневра, но это вот, это я еще раз говорю, что для этого нужно, по сути, ожидать снижения ставок. Вероятность достаточно существенная, но гарантировать никто не может. Умные знакомые мне сказали, если пузырь на рынке недвижимости лопнет, то будет плохо всем. Это правда? Вообще, лопание пузыря – это плохо всем, но там нет пузыря на самом деле. Там, мы же сейчас только эту ситуацию описали, что ипотека действительно взогнала цену квадратного метра троекратно с момента введения вот этих льгот по ипотеке. И, кстати, взогнала прибыль застройщиков. Ну, а граждане там по мере возможности пользовались льготой. Вот. А когда это отменяешь, то, по идее, для как бы такого рынка неуправляемого должно быть снижение квадратного метра стоимости. А это не происходит. Почему? Потому что застройщики взяли на себя, так сказать, такую нагрузку, что ли, так манипулировать продажами и вводами, чтобы цена не упала. Это сказывается на их прибыли. И сейчас прибыли у застройщиков больших нет, и у многих убытки. Но зато они сохраняют стоимость квадратного метра, и даже где-то там удается повышать, потому что инфляция же еще есть. Вот. То есть вот они стали в такую игру играть. Здесь нет пузыря, здесь есть как бы попытка сохранить стоимость квадратного метра для того и не уйти с рынка, я бы так сказал. И не всем это, наверное, удастся, но, в принципе, вот это происходит. Когда-нибудь стоимость за квадратный метр упадет? Ну, вряд ли, конечно. Вряд ли. Граждане ищут способы заработать. Многие смотрят на фондовый рынок. Какие российские акции могут вырасти в 2026 году? В 2026 году, мы уже коснулись это, очень политизированный рынок, на котором есть голубые фишки, которые можно совершенно спокойно покупать. Я имею в виду с точки зрения надежности и состояния бизнеса, как Сбербанк там условно, да.
или там нефтяные компании. Вопрос в том, как будет разрешаться политический кризис. Ну, я его считаю политическим, я имею в виду вот, связанный с СВО. Он же ведь не только с Украиной, он и с Евросоюзом, и в какой-то степени Соединенными Штатами. Если он не будет разрешаться, то есть будет постоянно такой up and dump, то есть то, значит, о чем договорились, то сорвалось, договорились, сорвалось, то рынок будет очень нестабильным, и рассчитывать на его рост нельзя. Это уже показала история ближайшая, прошедшая. Вот, поэтому в этой ситуации, когда меня спрашивают, я говорю, что я вообще акции не покупаю в такой ситуации, пока я не пойму, что все-таки есть решение вот этой политической напряженности. Тогда, по сути, можно покупать практически все А не акции. будет ли поздно покупать? А это вечный вопрос фондового рынка. Даже если фондовый рынок в каком-то стационарном состоянии находится и как бы нет таких геополитических проблем, всегда стоит проблема перед человеком не войти на хаях и не сбросить на низах. Вот. Да, может быть, будет. Есть люди, которые сейчас говорят, что, ну, которых я знаю, что я сейчас покупаю акции, я уверен, что, значит, все будет хорошо, они вырастут. Позиция, уважаю, да, как бы человек готов взять Жму риск. руку. Да, жму руку, берет риск. Ну, вот в этом все дело. Ну, а если, конечно, рынок был бы более-менее стационарный, то, конечно, ну, для граждан надо покупать акции, конечно, таких голубых фишек, прежде всего. Ну, точнее так, большую долю. Потому что там все равно будет рост и будут дивиденды. Ну, и как бы что-то заработаете. Стоит ли гнаться за высокими дивидендами при условии, что вклады дают 16%? Ну, дивидендная политика стоит, это на стороне компаний, корпораций. И они относительно дивидендной политики решения принимают по очень разным мотивам. Вот. Ну, и один из, конечно, важнейших мотивов, что высокая дивидендная доходность – это способ поддерживать свои акции на хорошем уровне рыночном. Ну, и потом есть еще дивидендная история. То есть, скажем, если Сбербанк всегда платил там, в общем, достаточно двузначную доходность, и если он вдруг решит платить вдвое меньше, ну, это такое воображение, то его акции полетят вниз, и для как бы репутации компании это плохо. А это все-таки компания, которая с клиентами работает, то есть им важна репутация. Да и большинству компаний, даже если они там удобрения производят, им все равно важна репутация. Вот, поэтому здесь и такие факторы работают. А некоторые, вот как там, не знаю, там Тибанк, например, он, в принципе, невысокую дивидендную доходность обеспечивает. Но у них не было обязательств платить больше. Ну, вот они как бы так пока. И свою репутацию поддерживают высокими финансовыми показателями. Вот. Очень все по-разному. Какие секторы недооценены на текущий момент? Российские? Да. Да большинство. При том уровне стоимости капитала, который как бы на рынке формируется, это недооценка. Или P к E. Вот этот показатель, который как бы часто используется. Он самый примитивный, но он сигнализирует, что российские акции стоят чрезвычайно дешево. Вот. Дальше можно, конечно, идти по секторам, вот, но в принципе, в целом недооценены, конечно, сильно. Ну и мы знаем причины. Ну вот можете выделить тройку тех, которые для вас являются наиболее дешевыми? Ну, я думаю, что это акции нефтяных компаний крупных. Вот. И акции финансового сектора тоже, как минимум. Тоже они недооценены сильно. Сейчас цикл такого спада у строительного сектора. Есть у нас еще потребительский сектор. Там видите ли вы какую-то недооценку? IT-сектор, наконец, который немножко подупал из-за новых налогов. Нет, IT-сектор российский, он оценен хорошо, на мой взгляд. Потому что, во-первых, у них есть внутренний рынок, который как бы закрылся извне. У них, то есть, как бы бизнес вполне понятный. Вот. И достаточно большой спрос был на их продукцию. И он останется. Просто, может быть, слишком сильно там все субсидировали, вот, там налогами.
Вот. Но он останется, потому что спрос на эти вещи есть. Там, правда, есть риск, что если российская экономика откроется, ну, это опять такое умозрительное заключение, то, конечно, может быть, будет опять конкуренция извне. И тогда, конечно, ситуация будет меняться. А если мы рассмотрим инструменты сохранения капитала, что работает сейчас? Это золото, которое обновляет максимум, это ОФЗ, которые дают на 10, 20, 30 лет там 15%, недвижимость, которая, мы уже проговорили, что стабильна на данный момент, валюта, которая недооценена, да, в какой-то степени, либо существуют альтернативные инструменты. Ну, в принципе, есть различные исследования крупнейших зарубежных банков. Когда-то было Merrill Lynch исследование, сейчас, по-моему, Goldman Sachs или Deutsche Bank, я точно не помню. Берут ретроспективу 25 лет назад и смотрят, что давала стратегия, та или иная стратегия. Там держать только акции, держать только облигации или иметь смешанный портфель. И смотрят, как с учетом инфляции, в данном случае доллара, формировалась доходность. Ну и оказалось, что портфель 60/40, 60 облигаций, 40 акций, он обеспечивает полностью сохранность капитала и даже дает доход где-то до 4% годовых. Вот это это проверено временем, что называется. Что касается использования там золота в портфеле, но тут это может быть. И, кстати, за длительный период золото не дало таких доходностей. Здесь надо хорошо понимать, что золото, это, как правило, это хедж такой, значит, на случай больших проблем. То есть, если действительно случаются какие-то большие геополитические или экономические проблемы, то золото, конечно, это такая тихая гавань. Но именно как инвестиционный инструмент очень ограничен, к сожалению. То, что золото росло, и вот цена унции росла высокими темпами, это было связано как раз с геополитикой. То есть то, что обострились отношения, от глобальной экономики перешли к экономике эгоизма, и обострились отношения у Соединенных Штатов, прежде всего с Китаем, то многие и выросли долги после пандемии, там много факторов, когда сорили деньгами и создали огромные публичные долги. Кстати, в Китае тоже, не только в Америке, там не меньший долг к ВВП, если мерить. То возникла такая какая-то осторожность по отношению к фиатным валютам. То есть то ли инфляцию от них ждать, то ли какой-нибудь дефолт. Ну и прежде всего, центральные банки, которые заботятся о своих резервах, они стали наращивать золото как вечную ценность, которую всегда можно продать, в фиатную валюту обратить. И из-за того, что они агрессивно скупали золото, цена стала ползти вверх. А когда цена ползет вверх, стали и другие туда побежали. ETF побежали, золотые. То есть тоже стали с людей собирать деньги. Давайте мы вам там купим золото, и вы будете там в шоколаде. А потом уже вот мы читаем, что и граждане где-то там в Юго-Восточной Азии, в Австралии побежали слитки покупать. Ну, то есть известная история. Поэтому я бы осторожно относился к золоту в этом смысле. Но это некий хедж. То есть это можно держать какую-то небольшую долю в портфеле и терпеть, если оно падает, и радоваться, если оно растет. Но это не нанесет ущерб капиталу в целом. Золото выросло практически в 2 раза за последние 2 года. Можно ли сказать, что это признак мирового кризиса, который еще не случился? Нет, это проявление смены глобального тренда, что ли. Был тренд на глобальную экономику, на партнерство, на движение капитала по всему миру свободное. А теперь тренд на замыкание такое. И причем он обусловлен не какими-то там необъективными вещами, а объективными. Он обусловлен конкуренцией между новыми экономиками и старыми экономиками. Китай, он сознательно выбрал политику конкуренции с Соединенными Штатами. Если раньше они
полагались на Соединенные Штаты как реципиент капитала и технологий, то теперь они, как бы Китай понял, что технологически они тоже не хуже. Вот. Капитал им не нужен больше, и такой как бы внешний. Они сами инвестируют по всему миру. Ну и типа там, как правило, такая политика всегда проявляется, такая экономическая политика всегда проявляется потом и в политических амбициях. И у Китая появились политические амбиции. Ну, и Соединенные Штаты, естественно, этому стали противодействовать. Вот, это как бы вот изменение ситуации. И поэтому действительно доверие к фиатным валютам, оно так покачнулось, потому что это не стационарное состояние. Это только начало. Это только начало, да. Да. Нам Нестационарное состояние будет продолжаться до тех пор, пока как бы не сформируются полюсы, которые смогут поддерживать баланс. Договорятся о том, что они поддерживают баланс. Мир, он всегда двуполярный, как правило. Многополярного мира не бывает. Это хаос. Вот. И как бы, но двуполярной должна быть договоренность, каким образом этот баланс стабильности поддерживается. Его ищут сейчас. Ну, как бы его ищут. Есть ли вероятность, что Китай займет наиболее большую, такую сильную позицию в мировой экономике и в мире? Да вы понимаете, как это на самом деле дело не только в Китае. Значит, собственно говоря, что сейчас как бы происходит в мире, да, вот на фронте там это проклятого слова геополитики. То есть, в принципе, всегда есть блоки. Нет как бы такого одного в пустыне. То есть один сильный Китай и все остальные там. Всегда есть блоки. И, собственно, идет процесс блокирования. Есть несколько вариантов таких блоков. Значит, Китай, Юго-Восточная Азия. Вот сейчас как бы Россия примыкает. Ну, там еще есть Иран. Вот. И есть Европа, Европейский Союз, Америка. Победит тот, кто первый создаст этот блок. Потому что, если посмотреть, скажем, на такой вариант. США, Евросоюз, Россия, Middle East, то есть Объединенные Арабские Эмираты, которые как Америки как бы. Вот этот блок как бы весь такой, он сильнее, чем блок Китая. Причем, если такой блок формируется, то Индию я забыл еще. Индия же с Китаем как бы никогда не блокировалась. То получается такая как бы такой большой блок стран, которые экономически сильнее Китая. И тогда страны Юго-Восточной Азии, типа там Индонезии, Вьетнама, Филиппин, они будут примыкать к этому блоку. И тогда как бы вот мечта Китая создать Китая как лидера мира, она будет разрушена. То есть будет некий баланс. Ну, или вот другая ситуация, когда Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, ну и, собственно, все. Потому что Индия не будет в блоке с Китаем. Получается, что на самом деле Россия, возможно, сделала неправильный выбор. Россия нужна миру? Мир сможет без России? Ну, это такой вопрос, что значит нужна миру? Мир состоит из суверенов. И поскольку всегда идут политические процессы, глобализация, деглобализация, всегда разные страны обязательно в этом процессе разную роль играют. И они в этом смысле всегда нужны. Ну, может быть, Андорра, государство Европы, такой роли не играет, ну, потому что это как бы там 30 тысяч человек. Вот. Но Россия достаточно большая страна, поэтому она в этой как бы геополитическом процессе, она, конечно, присутствует. В этом смысле, да, она нужна. За какую сторону лучше принять России, если мы видим сейчас ситуацию, когда и вправду Трамп пытается, намекает на то, что экономические связи можно восстановить с США, что давай ты лучше будешь с нами, чем с Китаем. Можем ли мы, в принципе, вообще принять такой выбор, если мы уже настолько сблизились с Китаем, что как будто бы обратного пути нет? Ну, в таких делах резких решений не бывает, что сегодня мы там спали с Китаем, а завтра с Соединенными Штатами. Нет, конечно. Вот. Но экономические интересы, они могут как-то подвигать ситуацию.
Собственно говоря, я так понял, что и позиция Соединенных Штатов именно в том, чтобы сказать, что смотрите, сколько у вас может быть экономических интересов, если вы будете больше как бы блокироваться с нами. Ну и с Европой, что у вас как бы экономический эффект от этого будет гораздо больше. Если наши власти это примут, то будет какое-то постепенное движение. Если не примут, значит, все останется как бы как есть. Вот. Ну, надо, конечно, очень аккуратно посчитать экономический эффект от того или другого варианта. Тем более, что еще в таких вещах решение во многом зависит от состава политической элиты, от их как бы личных предпочтений. Скажем, вот антиамерика в Советском Союзе всегда была. Америка — это был главный враг. И это такая как бы нажитая... Да, это уже не аксиома, это уже почти теорема. То есть все доказано. Это всегда был враг. Поэтому как это мы можем с ним? Но это на каком уровне? На уровне элит, да, которые как бы вышли из Советского Союза. И у них мышление там же находится. А надо иногда суметь выйти за пределы этого мышления и придумать совершенно другую модель. Ну вот это, конечно, не получается. Турции удается дружить со всеми и выдерживать этот баланс. Удастся ли России дружить со всеми? Турция, не, ну она не то, что дружит со всеми. Почему? У нее, например, плохие отношения с Израилем. Турция член НАТО. То есть в свое время Турция развивалась как абсолютно светское государство, оно и, правда, сейчас остается светским государством. И, в общем-то, тяготело к Европе. И по всем как бы принципам экономической гравитации это было абсолютно нормальное движение. Вот. Но сейчас Турция от этого, в принципе, не отказывается, но сейчас там политические элиты еще тоже имеют большие политические амбиции по роли Турции в регионе. И это, может, как-то немножко не вписывается в отношения с Евросоюзом, потому что они не принимают Турцию в состав Евросоюза, но с членом НАТО она остается. Но она проводит свою независимую политику, более или менее, с оглядкой на Соединенные Штаты. Мы можем также? Можем, конечно. Нам не помешают? А кто там мешает вообще? Китай будет тянуть в свою сторону, США в свою сторону. Мы должны будем защищать Иран, там, Венесуэлу, Северную Корею, наших друзей, и мы их тоже бросить не можем. Да, ну, это все в геополитическом мире, вот эти вот блоки, они все временные. Правда, там время растянуто, то есть это не измеряется там одним годом. Но все это ситуативно. Когда это выгодно, тогда мы дружим. Когда невыгодно, мы не дружим. И немножечко там как-то уходим в дружбу с другими. Нет, это все как бы никого... Нет задачи кого-то защищать. Нужно на самом деле приоритет экономики выстраивать и, исходя из приоритетов экономики, строить международные отношения, а не на основе догм. Какие компании из США и Европы вернутся первыми в Россию, по вашему мнению? Макдональдс? Ну, скорее всего, попытаются вернуться действительно компании, которые, кстати, и были пионерами в 90-е. Ну, когда вот в 2000-е. Это, конечно, те, которые работают на потребительский сектор. То есть со своими продуктами, это для них это обычная практика. То есть это некоторая стратегия внедрения в умы, да, ума российского потребителя. Там Apple, телефоны, техника, пища. Ну, то есть, да, там, где есть такой как бы элементарный потребительский спрос. Это на самом деле самое такое как бы простое. И не требуется больших капвложений. А, скажем, для того, чтобы вернуться там на рынок, не знаю, там, производства автомобилей, то тут нужны большие, ну, небольшие, но нужны капвложения. А для этого нужно уже иметь доверие к политической и экономической системе. Ее устойчивости, ее как бы кооперативности. И вот поэтому в этой ситуации, конечно, с инвестициями не вернуться. Ну, может, со временем когда-то вернуться, конечно. Сейчас наблюдается тенденция, что Азия плавно заходит в Россию, но при этом заводы в России тот же Китай не строит. В чем причина? Ну, во-первых, это вообще как парадигма китайской
политики. Они строят, делают инвестиции в инфраструктуру, иногда в производственные мощности, в странах, где они просто могут быть такими, как бы, это слово просто забыл. Влиятельными? Ну да, влиятельными. Вот в этом смысле африканские страны, они как бы они там такую политику проводят, потому что они просто-напросто понимают, что они могут через свои инвестиции чуть ли не политический контроль установить. Вот. А Россия тут не подходит, она слишком большая. И вообще говоря, я думаю, что история показывает, что не всегда Россия с Китаем была в хороших отношениях. И китайцы, они же очень осторожные, чтобы вот так вот на уровне... Там же все решения принимает Компартия. То есть китайские компании пошли бы в Россию со своими инвестициями, если бы было принято политическое решение в Китае о том, что надо мощным потоком идти в Россию, строить там заводы и так далее. Такого решения нет. И поэтому, собственно говоря, китайские компании сюда особо не идут. Вот. И я думаю, что это основной фактор, что Россия слишком большая и нет истории хороших отношений. Они были всякие. И просто вот так инвестировать в Россию и усиливать ее, какой смысл? Достаточно брать сырье. А усиливать ее, страну, как бы, своими инвестициями, видимо, Китай не считает правильным. Китай видит риски, о которых наше государство молчит? Нет, мы только что поговорили о рисках Китая. Вот, ну, точнее так, почему он этого не делает. Вот. Ну, как бы Россия, вот в сегодняшней ситуации, это неопределившаяся страна, на мой взгляд. Вот, потому что так тоже вот в течение 30 лет перейти от сотрудничества в одном направлении экономическом в другом с потерями и сложностями, это, конечно, серьезный поворот. Китай такие вещи не любит. Он любит очень хорошее понимание, как он может контролировать свои инвестиции. И это вот главное. Видимо, в случае с Россией он не видит такой возможности контролировать свои инвестиции с огромной вероятностью. Вот. Ну и потом его устраивает ситуация. Как бы у них внутренняя экономика замечательная. Зачем, не знаю, зачем строить завод по производству роботов в России, когда у них там как бы все заводы производят замечательные роботы и продаются внутри страны. Огромный рынок. К чему приведет постоянный рост денежной массы в США? Они вновь напечатали триллионы и не планируют останавливаться. Долго. Не денежная масса, а долго, видимо, имеете в виду, да. Ну, я думаю, что Соединенные Штаты будут наращивать долг до тех пор, пока его кто-то покупает. Ну, то есть, если мы возьмем этот исторический период, не такой дальний, значит, почему Гринспен там напечатал кучу долларов и снижал ставку по долларам в 2000-х? А когда его спрашивали, он говорил, так спрос на доллар в мире огромный. Доллар обслуживает международные торговые потоки, инвестиционные потоки. Всем нужны эти доллары. Значит, если мы их не будем давать, ну, то есть просто вот повысим ставку, доллар дорогой, его очень трудно получить, то мы будем тормозить мировую глобальную экономическую систему. То есть это доллар для вас. А сеньораж, конечно, мы собираем. Ну, то есть доход от эмиссии. Вот. А до тех пор, пока спрос на доллар есть, будет печататься долг. Вот. Последствия. Ну, а какие последствия? В принципе, мир не может отказаться от доллара вот прямо завтра. Потому что возникнет вопрос, а какая другая валюта? Вся же нужна валюта международная для расчетов. Вот. А ее нет. Такой валюты нет. Поэтому она может появиться со временем. Был же когда-то фунт резервной валютой многих банков центральных. Потом его сменил доллар. Плавно, незаметно. Так же и в этом случае может быть. Если не будет чего-то более худшего. Мы уже немного поговорили про то, куда вы инвестируете. Это 20% валютный хедж. Как вы планируете сохранять капитал в 2026 году? Да никак. Я думаю, что... Ну, в смысле, никак. Я имею в виду, что не стоит как бы там что-то резко дергаться, да.
То есть представление о 2026 годе. Оно вероятностное. Вероятность того, что ставка будет снижаться, и как бы в конечном счете это приведет к стабилизации экономики, она есть, и она, можно сказать, не маленькая. Вот, поэтому можно на это сделать ставку. Скажем, приобретать облигации федерального займа, особенно длинные, которые при такой политике растут и могут вырасти по цене больше 100% номинала. Значит, соответственно, вы зарабатываете на купоне, который там 12%, и, соответственно, зарабатываете на росте курса стоимости вложений. Получается хороший очень доход. Вариант. Ну и эмитент все-таки государство, то есть там уж прямо там как бы доверие достаточно высокое этой политике. Вот. А с акциями посложнее. С акциями там действительно нужно просто понимать еще и такие политические вещи, которые происходят. Золото, как мы уже говорили, много не стоит, потому что это все-таки специфическая инвестиция. Это и не коммодити, и не акция. Непонятно что. Ну, хедж тоже какой-то. Давайте дадим слушателям канала «Базар» совет, чему прямо сейчас должен научиться каждый инвестор, на что нужно обратить внимание. Ну, если вы действительно инвестор, то, во-первых, нужно очень подтянуть себя в знаниях макроэкономики и вообще следить за информацией, понимать вообще. Вот у нас многие даже инвесторы говорят, а что рубль такой, он же, что его не девальвируют, не хватает же валюты, в смысле доходов. Да, бюджета. Ну, ребят, если разбираться в экономике, то это вопрос на двойку. Мы только с вами на эту тему поговорили. То есть подтянуть себя в званиях таких. И второе, это, конечно, нужно знать основные там принципы анализа рынка акций и облигаций, которые хорошо известны. От технического анализа, который, кстати, бывает иногда очень полезен, до умения анализировать и собирать информацию по компаниям. К сожалению, это работа. На самом деле, вот есть люди, которые только этим и заняты. Это работа. Либо второй вариант – вообще этим ничем не заниматься, а доверить свои деньги профессиональным институциональным инвесторам. Ну, например, там вложиться в какие-то пифы. Это совершенно другой выбор. Это выбор уже по принципу, что вы знаете об этих компаниях, которые это предлагают. Насколько им можно доверять. Ну, доверять устойчивости можно, там, крупнейшим, конечно, провайдерам этих пифов. Ну, и как бы слушать, что рекомендуют. Какие 3 книги вы посоветуете прочитать каждому инвестору? Как я уже говорил, значит, прочитать книгу по макроэкономике Самуэльсона. Это древняя книга, но она как бы закладывает она простая в понимании добавок. То есть тут вот по макроэкономике немножко свое образование. Если вы уже это не сделали, может, люди уже это все сделали, и совет не нужен. Прочитать книгу Артура Хейса «Лавина». Я слышал об этой книге. Да. Это не совсем про рынок, это просто такой панк-роман, который заставляет думать по-другому немножко. Ну, и он очень увлекательная книга. Вот. Что касается такого большого количества книг, которые, ну, как бы учат, не то, что учат, как инвестировать, а там люди делятся опытом по инвестициям. Ну, своим, там, Рэй Далио, например, как он делится. Да. У него есть книги по этому поводу. Понравится читать, если это как бы увлекает, можно читать. Вот. И хоть таких книг довольно много. Вот у вас тут, кстати, тоже стоят. Пожалуйста. Вот. Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. Да. Правила инвестирования Уоррена Баффета. «Разумный инвестор», кстати, такая известная очень книга, я думаю, что многие ее прочитали. Даниэль Канеман. Да, Даниэль Канеман, да. Вот. Ну, то есть, в принципе, я не думаю, что эти книги вам как бы дадут возможность сказать, теперь я знаю, как надо инвестировать. Но они
создадут как бы понимание вот этого мира рисков, в которых вы находитесь, и на что надо обращать внимание. Ждать ли стране кризис? Кризис – это неожиданность. Ну, то есть это когда мы рассчитывали на одно, а случилось совершенно другое. Вот 2008 год. Там буквально еще до августа 2008 года очень многие еще компании рассчитывали на очень хороший рост своего бизнеса. И опомнились только осенью. Да. Вот это был кризис. И он был действительно реальный кризис, потому что вот произошло то, на что люди не рассчитывали. Можно сейчас сказать, что мы рассчитываем на какое-то там розовые мечты у нас по поводу 26 года. Я с предпринимателями общаюсь иногда, но у них нету. У них нет таких. Они как бы не сдались, они собираются работать и жить, но они как бы очень так осторожно смотрят. Поэтому в этой ситуации как бы кризиса не должно быть. То есть непредсказуемых событий не будет. Каким вы видите 26-й год одним словом? Трудным и переломным. Многие говорят, что 2026 год станет переломным. Вы согласны? Что сейчас у нас ломается в экономике? Ну да, точно будет переломным, потому что, ну, во-первых, с экономической точки зрения переломный, потому что все ресурсы, которые были использованы из запасов как бы на вот то, чтобы финансировать повышенные военные расходы, они подошли к концу. Тем более, что финансирование было частично, видимо, монетарным, потому что появилась инфляция достаточно заметная, по которой, конечно, Центральный банк принял целую такую мощную программу с повышением ставок. Деньги стали очень дорогими, и как бы, ну, мы читаем, у нас там разная статистика, разная информация, что российские компании, не все, но очень многие оказались в достаточно сложном положении с точки зрения финансовой устойчивости и бизнеса, и сокращают инвестиции, и даже увольняют людей. Это одна сторона. Вторая сторона – бюджет, который собирает вот эти как раз доходы и пускает их там, в том числе на военные расходы. Он из-за этого стал лишаться налоговой базы, то есть она сократилась. И вот 25-й год он прям показал, что НДС не собирается полностью, налог на прибыль не собирается, да еще и заодно нефтегазовые доходы тоже не собираются. И везде потери такие, триллионы. То есть 2 триллиона на нефтегазовых доходов и, видимо, порядка тех же 2, если не 3 триллионов на нефтегазовых. Из-за этого бюджет 2025 года увеличили, но поняли, что в следующем году надо что-то делать, потому что вот так вот по инерции уже ничего не спланируешь. Ну и что сделали? Мы знаем, налоги повысили, раз, заморозили расходы, 2. И рассчитывают власти на дефицит там, 4 триллиона, а где-то уже поговаривают, что и побольше будет. Вот. И, скорее всего, дефицит будет больше, потому что дальнейшее сокращение экономической активности еще дальше будет уменьшать налоговую базу. Если в этом году мы еще росли, ну так, формальные цифры по валовому внутреннему продукту, первый квартал 1,4%, второй 1,1%, третий 0,6%. И четвертый, ну, как бы есть оценки, что будет 0, а то может и хуже. Ну и как бы, поскольку в первый квартал мы входим вот с такими цифрами, это означает, что собрать вот эти все дополнительные налоги будет достаточно сложно. И дефицит может оказаться больше. А как его финансировать? Источников, собственно говоря, нет. Только заимствования, но рыночные заимствования ограничены. Они ограничены, ну так, грубо говоря, ростом пассивов банков. А пассивы растут в основном за счет того, что граждане копят деньги. Ну, то есть в основном только за счет этого, накоплений. У корпораций как бы там текущие счета не сильно воздействуют на вот, пассивную часть. Хотя они тоже играют роль. Вот, поэтому если вдруг придется еще и монетарным образом финансировать и в 2026 году дефицит, то как бы год окажется вообще очень сложным. Но пока мы надеемся, что вот эта политика Центрального банка, она
приведет к быстрому снижению инфляции, можно будет ставку тоже снижать. Вот как бы расчет на это сделан. Ну и то, что вот эти все косвенные налоги, которые ввели, они, в принципе, уменьшают спрос. То есть для граждан все станет дороже. Оно и так уже дорожало. Ну, значит, спрос уменьшится, и, соответственно, может быть, будет баланс, и инфляция начнет быстро снижаться. Такая идея заложена. Но 25-й год реально был переломным, потому что надо было решение принимать. Решение принято, но оно, я бы сказал, что оно еще половинчатое, потому что не похоже, что этот бюджет выполним вот в полной мере. Поэтому, может, надо было построже подойти. Но пока так. А раз уж мы заговорили о переломной точке, главный страх людей сейчас связан с налогами. Ожидать ли нам новые налоги в 2026-2027 годах? НДС, НДФЛ, отмена самозанятых? Это финал или начало большого цикла? Ну, это достаточно сложно предсказать. Я бы так сказал, что если бюджет 26 года опять будет ну, как бы не выполняться, и потребуется больше дефицит, его финансирование, то в бюджете следующего года, конечно, это будет учтено. Вот. Тем более, что некоторые уже как бы идеи высказаны. Ну, например, это сначала хотели сразу по самозанятым принять налоговое решение, отложили. Но очевидно, что если надо будет, то в следующем году введут с тем, чтобы эти идеи, чтобы в 2027 году вот уже было новое налогообложение. Технический сбор, но он, правда, приходится на март, начинается с марта 2026 года. То есть, вообще-то уже есть идеи, где чего повышать. НДС, конечно, повышать дальше можно, но это уже такой предел достаточно высокий. Что-то с НДФЛ могут сделать, можно так пофантазировать. Но там дело в том, что этот налог, если не затрагивать средние и низкие доходы, он при повышении в самых высоких ставок, он больших денег не дает. Дает там сотни миллиардов рублей, но мы-то уже триллионами все считаем. Поэтому и там может быть сдвиги. Но вот если бюджет 2026 года будет более или менее как бы не сильно будет расползаться, то нам будем надеяться, что налогов не будет. Это экономическая сторона. У нас еще политическая сторона. Скажем, то, что все, ну, в общем, вся страна, в общем-то, ждет, это то, что все-таки какое-то перемирие или урегулирование конфликта будет на Украине, который я имею в виду. И, соответственно, это, конечно, формально высвободит определенные ресурсы с военного бюджета. И как бы в такой ситуации повышать налоги вообще будет странным. Ну и плюс, возможно, активность экономическая увеличится. Все-таки такой энтузиазм у людей появится, что какое-то изменение. То есть 26 год может быть и годом еще одного перелома, но позитивного. Если этот позитивный перелом не произойдет, насколько есть запас прочности у общества, отменив самозанятого, повысив налог на НДФЛ и другие налоги, не упадет ли полностью спрос? И экономика не начнет ли вообще тогда задыхаться? Опыт показывает, ну такой как бы вообще разный по разным странам, что повышение налогов, в принципе, это решение, которое угнетает экономическую активность, но не убивает. Соответственно, повышение налогов приводит к замедлению экономического роста. Во многом зависит от того, насколько эффективно бюджетные расходы используются, которые на этих налогах держатся. Конечно, самое неэффективное – это вкладывать в военную экономику, да, потому что ну, как бы там не производится ресурсов, которые потребляют люди. И чем больше ты наращиваешь вложения, тем беднее будет население. Что тут скрывать? Собственно говоря, мы сейчас это и пожинаем, эти плоды, потому что раньше как бы удавалось избежать этого, потому что инфляция появилась позже. Она как бы росла, и только в 2024 году увидели, что это беда уже. И теперь мы вот платим за это тем, что на самом деле реального роста реальных доходов населения не будет. Поэтому, конечно, этого решения надо избегать и стараться делать в последнюю очередь. Я имею в виду повышение налогов. Популярная мысль о том, что в случае, если конфликт все-таки прекратится в 2026 году, то высвободятся средства для роста экономики, для стимулирования экономики из военного бюджета.
но он же формируется на 2-3 года как минимум. То есть должна быть инерция в 27-м, 28-м и даже в 29-м году. То есть тот бюджет, который сейчас правительство заложило в экономику, и налоги, которые сейчас собираются, они должны обеспечивать минимум 3 года. Тогда как это сработает? Ну, я бы на 3 года вообще не загадывал, и вот эта идея делать трехлетний бюджет, она показала уже хорошо, что первый год — это действительно закон, который исполняют, ну или корректируют, но не сильно. А остальные 2 года, когда новый цикл бюджетного планирования начинается, они как бы это отметают в сторону, забывают и делают абсолютно новые проекты. Поэтому, конечно, речь идет об 1 годе. А насчет высвобождения, ну, определенное высвобождение точно должно быть, ну, потому что хотя бы материальные затраты при прекращении военных действий, они исчезнут. То есть текущие материальные затраты, они уменьшатся. Во-вторых, все-таки можно каким-то образом, видимо, сократить, ну, может быть, не резко, но сократить количество контрактников. Это, правда, другая проблема, куда им идти и чем они должны заняться. Но это правительство, я знаю, этим занимается, думает. Вот. Но в любом случае это некая экономия ресурсов, конечно. И можно будет действительно не наращивать, например, дефицит, а уменьшить просто военные расходы, делать корректировку. Тогда бюджет станет исполнимым, и тогда вот эта политика процентной ставки высокой, она очень быстро сойдет на нет. И Центральный банк уже, скажем, в середине 2026 года перейдет на ставку там 10% где-то вот так, а потом еще и ниже. То есть это сильный оздоравливающий эффект будет прежде всего на макроэкономику. А это для компаний, это они как бы вздохнут, и будет активизация, экономическая активность повысится. То есть это хороший сценарий, если он будет реализован. Мы живем при скрытом дефиците бюджета. Что из реальных расходов не попадает в официальные отчеты? У нас как бы в бюджете очень большая доля засекреченных расходов, поэтому вообще ничего нельзя про это сказать. Вот. Но понятно, что вот в чем можно не сомневаться, что все эти расходы, тем не менее, по казначейству проводятся и в статистике учитываются. То есть нет такого, что какие-то расходы произведены, а вообще в отчет о исполнении бюджета они не попали. Там действует достаточно жесткая система, и я думаю, что отказываться от нее смысла нет, и от нее не отказались. Другое дело, часть, которая лежит на стороне финансирования дефицита, вот там могут быть темные места. А, Собственно, из-за этих темных мест мы и получили инфляцию. Вот. Но по расходам нет, учет идет полный. Вы упомянули процентную ставку и то, что есть шанс на ее снижение. Многие считают, что 15-16% это норма, и это даже часто слышно среди банков и управляющих этими банками, что для нас теперь дорогие деньги — это норма. Ну, это странное высказывание. Значит, на самом деле, вот так называемая наблюдаемая есть инфляция от Росстата, которая там порядка 8% сейчас. Есть так называемая наблюдаемая инфляция. Это инфляция, по мнению потребителей, а не Росстата. Но она где-то 13%. Да, 13%. Да, 13%. Значит, конечно, если инфляция действительно такая, то ставка 16% – это нормальная ставка. И, собственно, в какой-то степени это доказывается тем, что когда Центральный банк перешел на 16,5 где-то с 21, активизировалось кредитование. И Центральный банк сейчас очень озабочен, что кредитование высокими темпами растет. То есть, вот, к сожалению, мы еще оперируем цифрами, как бы такой туман статистики есть. Вот. Но если действительно добиваться снижения инфляции вот этой наблюдаемой все-таки до one digit, то есть меньше 10, то, безусловно, ставка будет, конечно, тоже не 16, а ниже. Это, как говорится, выбор. Либо жить при инфляции 13% и ставке 16, либо жить при инфляции там, 7%, а такое было, или 8%, и при ставке там, 8-9%. Это совсем другая жизнь. Это уже макроэкономические рамки, в которых экономический рост точно будет.
То есть тут вот, ну, я понимаю, почему люди так говорят, потому что они, как говорится, уже пережили 21. Ну и есть, правда, одна здесь, на мой взгляд, один риск. Это так называемого перелета цен. То есть когда мы все ожидаем, там, наблюдаем 13%, мы же закладываем это, я имею в виду не потребители даже, а предприниматели закладывают это в цены. Когда они планируют, они думают, что ну, у нас значит, себестоимость вырастет, потому что у наших партнеров повышение цен, мы тоже повысим цены и повысим их там, соответственно, если мы наблюдаем 13, то где-то мы 10-15 закладываем. А может так получиться, что при таком росте цен производителей ничего продать нельзя будет. Это известная такая ситуация, когда была достаточно высокая инфляция, а потом ее начинают прижимать денежно-кредитной политики, происходит перелет цен, и экономика попадает в такой как бы сквиз. То есть по этим ценам продать ничего нельзя, мы их запланировали. И начинается вот эта адаптация, которая, конечно, не приводит к росту. Олег Вячеславович, большое вам спасибо, что пришли к нам в гости, о том, что ответили на вопросы. Друзья, надеюсь, что выпуск вам был полезен. Мы старались. Обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях свои мысли, подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. И мы заканчиваем наш выпуск блиц-опросом. Это короткие вопросы с максимально короткими ответами. 2025 год стал сложным или критическим? Хочется сказать переломным. Ну, в принципе, если коротко, да, переломным. Но он стал переломным вот здесь, у людей, Сознании. которые принимают важнейшие решения для страны. Если бы вы управляли ставкой, на каком уровне оставили бы ее сегодня? Я бы оставил 16,5 до февраля следующего года, а там посмотрим. Вероятность заморозки вкладов по шкале от 0 до 10. Ну, про 0. Какая ставка по ипотеке честная для экономики? Ключ плюс там 2-3%. Что для вас более опасно, высокая инфляция или стагнация? Высокая инфляция, потому что она всегда заканчивается стагнацией. Недвижимость сейчас переоценена? Да или нет? Нет, сейчас она оценена, я думаю, нормально. То есть мы на эту тему с вами говорили. Спрос-предложение. Цена квадратного метра в 2026 году выше или ниже, чем сегодня? Ну, немножко повыше будет, я думаю, но несущественно. Если бы у вас был 1 миллион рублей, куда бы вы вложили в первую очередь? Ну, я бы купил себе какую-нибудь одежду, обувь. Это лучший ответ за сегодня. Классно. Лучший защитный актив сегодня — золото или ОФЗ? Защитный. Защитный, наверное, золото. Но, опять же, Буквально. буквально жить на защитных активах, ну, нереально просто. Это надо иметь своеобразный какой-то подход к жизни. Доллар по 100 — это реальность или страшилка? Сегодня это страшилка. Но в зависимости от экономической политики может быть все. Вы больше сторонник сбережений или инвестиций? Я больше сторонник инвестиций. Но я просто добавлю, что если у человека там доход 100 тысяч рублей в месяц и сбережения 3 миллиона рублей, то это скорее сберегатель, а не инвестор. Ну, просто по обстоятельствам. Чему вы сегодня учитесь сами? Я учусь, я, во-первых, учусь, мне очень интересно мир криптовалюты. Я сам учусь, как бы, и учусь пониманию нейросетей. Ну, просто мы этим стали активно пользоваться, но не понимаем, как это работает. Это как-то немножко... Вот я даже понимаю, как работает двигатель самолета, да, ну, потому что у него папа был авиастроитель. Вот. И я понимаю, как самолет летит и почему так происходит. А когда я там, не знаю, пользуюсь чат GPT, то я не понимаю, как он это мне все делает. Что там за этим стоит? Говорят, его там чему-то научили. Ну, то есть что, я слушаю просто чужое мнение?
Вот это вот в этом бы разобраться было бы интересно. Какой инсайт лично вы приобрели в 25 году? Да как-то вообще особого ничего не было такого, чтобы стало открытием. Ну, свойство характера, что ли, да. Все является планомерным? Ну, логичным. Есть логика в происходящих событиях. Вот она очень такая четкая, жесткая. Что должно произойти, чтобы вы удивились? Знаете, там экономический рост России составит в следующем году 15%. Что бы вы сказали ЦБ, если бы была такая возможность? Я бы сказал, так держать. Так держать. Да. Большое вам спасибо. Правда, было очень интересно, полезно. Надеюсь, что мы еще встретимся.